Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию корзинки ракушки. Я связала свою корзинку из трикотажной пряжи. Также вы можете ее вязать из полиэфирного или хлопкового шнура толщиной не менее 4-5 мм. Высота корзинки 38 см. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Трикотажная пряжа Алтын 1 моток и крючок номер 6 для основного вязания, крючок номер 3 для вспомогательных работ. Приобрести трикотажную пряжу, фурнитуру для сумочек и корзин вы можете в нашем магазине на Валбере. Ссылку я оставлю в описании под видео. Вначале мы разматываем трикотажную пряжу снаружи мотка. И нужно нитку слегка растянуть. Так будем делать в процессе всей работы. Начинаем вязание, делаем колечко. Вяжем первый ряд. Провязываем первую петельку воздушной петлей. И затем вяжем в кольцо 6 столбиков без накида. При этом кончик нити провязываем внутри петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Потянем за кончик нити, чтобы колечко закрылось. Закрываем первый ряд. Кончик нити придерживаем, мы его будем прятать внутри петель следующего ряда. Под первую горизонтальную петельку вяжем один соединительный стежок и делаем одну воздушную петлю. Вяжем второй ряд, вводим крючок в эту же петлю и провязываем столбик без накида. Так продолжаем, вяжем по кругу 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Закрываем второй ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю, вяжем один соединительный столбик и затем 2 воздушные петли. Теперь мы будем вязать саму ракушку. Вяжем первую ее часть, которая состоит из 3 петель. Вначале первую петельку пропускаем, вводим крючок, за вторую петлю провязываем столбик без накида. Затем вводим крючок под петлю основания, вяжем один соединительный столбик и одну воздушную петлю. Второй ряд. Одну петельку пропускаем, следующую петлю за дальнюю полупетлю вяжем соединительную петельку, столбик без накида и в последнюю петлю вяжем соединительную петельку. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Итого у нас теперь 3 петли. Третий ряд. Вяжем крючком всегда за полупетельку. Вначале провязываем соединительный столбик, затем 2 столбика без накида. Теперь вводим крючок под следующую петлю на донышке и провязываем соединительный столбик, затем воздушную петлю. Теперь здесь мы все время будем пропускать по 2 петли. В третью петлю вводим крючок и вяжем соединительный столбик, столбик без накида и еще один соединительный столбик. В пятом ряду 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида.
Вводим крючок в следующую петлю на донышке, соединительный столбик, воздушная петля. 6 ряд, соединительный столбик, столбик без накида, соединительный столбик. 7 ряд, соединительный столбик, 2 столбика без накида и в следующую петлю на донышке соединительный столбик, воздушная петля. 8 ряд, соединительный столбик, столбик без накида, соединительный столбик. 9 ряд, соединительный столбик, 2 столбика без накида, следующую петлю на донышке, соединительный столбик, воздушная петля. 10 ряд, соединительный столбик, столбик без накида, соединительный столбик. 11 ряд, соединительный столбик, 2 столбика без накида. И у нас внизу осталась последняя петелька на донышке. В нее мы вяжем соединительный столбик, воздушная петля и провязываем последний ряд. 12, соединительный столбик, столбик без накида, соединительный столбик. И на этом у нас заканчивается первая часть. Давайте вместе посчитаем. У нас должно получиться 6 гребешков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы будем с вами вязать вот под эти петельки. Их у нас тоже должно быть 6. Давайте отметим маркером первую петлю. Я отмечаю ее красным маркером. Это значит начало новой части. Это у нас будет вторая часть, которая будет состоять из 4 петель. А также это место прибавок, в которое мы вяжем 2 гребешка. Итак, вяжем первый ряд. 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида. И теперь вводим крючок в 2 петли, 1 петля на донышке и вторая петля, которая у нас отмечена маркером. И вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Вяжем второй ряд. Теперь у нас гребешок состоит из 4 петель, поэтому здесь мы только одну петельку пропускаем. В следующую вяжем соединительный столбик. Затем 2 столбика без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Вяжем третий ряд. 1 соединительный столбик. И затем 3 столбика без накида. Обратите внимание, что теперь у нас в каждом гребешке по 4 петли. Это у нас идет сейчас вторая часть. Теперь мы вводим крючок опять в эту же петлю с маркером и провязываем соединительный столбик. Четвертый ряд. Пропускаем теперь 2 петли, вяжем соединительный столбик, 2 столбика без накида, 1 соединительный столбик. Вяжем пятый ряд, 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. Вводим крючок в следующую петлю внизу, вяжем соединительный столбик. Шестой ряд, 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида, и 1 соединительный столбик.
Далее внизу я отмечаю следующую петельку, потому что в эту петлю мы будем соединять с вами 2 гребешка. Вяжем 7 ряд, 1 соединительный, 3 столбика без накида. И теперь вводим крючок в отмеченную маркером петлю, вяжем соединительную петельку. Продолжаем, вяжем 8 ряд, 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида и 1 соединительный столбик. Девятый ряд, 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. И мы соединяем опять в эту же отмеченную маркером петлю. Далее вяжем 10 ряд. 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида и 1 соединительный столбик. 11 ряд, 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. Внизу вводим крючок в следующую петельку, делаем соединительный столбик и вяжем последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 2 столбика без накида и 1 соединительный столбик. Итак, мы связали с вами вторую часть. Здесь у нас тоже 6 гребешков. Давайте посмотрим. 1 состоит из 4. Затем 2, 3, 4, 5, 6. 6 гребешков, 12 петель. Теперь красный маркер, который мы отмечаем начало новой части, я переношу вперед на следующую петлю. И мы начинаем вязать третью часть, которая будет состоять из 5 петель. Вяжем первый ряд, соединительный столбик, 3 столбика без накида. И соединяем внизу в петельку, отмеченную маркером. Далее во втором ряду нам нужно увеличивать количество петель до 5, поэтому мы пропускаем только одну петельку и во вторую петлю вяжем соединительный столбик, затем 3 столбика без накида и 1 соединительный столбик. Третий ряд, 1 соединительный и 4 столбика без накида. Итого 5 петель. Теперь в каждом гребешке у нас по 5 петель. Теперь мы опять вводим крючок в эту же петлю и провязываем соединительный столбик. Вяжем 4 ряд, провязываем 1 соединительный, 3 столбика без накида. И закрываем ряд 1 соединительный столбик. Вот здесь у нас очень хорошо видно переход от 4 к 5 петлям. Вот в этой части мы вязали с вами еще 4 петли. Здесь у нас уже начинается новая часть, которая состоит из 5 петель. Итак, продолжаем. Вяжем 5 ряд, 1 соединительный, 4 столбика без накида. Внизу соединяем в следующую петлю. Вяжем 6 ряд, 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик.
Давайте перенесем маркер. В следующую петлю мы будем с вами соединять 2 гребешка. 7 ряд, 1 соединительный, 4 столбика без накида. Делаем соединение в следующую петлю внизу. И далее вяжем 8 ряд, 1 соединительный, 3 столбика без накида и в конце ряда 1 соединительный. 9 ряд, 1 соединительный, 4 столбика без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. В 10 ряду 1 соединительный, 3 столбика без накида. И 1 соединительный. 11 ряд, 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 3 столбика без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Итак, мы закончили с вами вязать третью часть ракушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 гребешков. В каждом по 5 петель. Всего 12 рядов. Далее вяжем четвертую часть. Первый ряд. 1 соединительный столбик. 4 столбика без накида. Внизу соединяем в следующую петлю. Далее второй ряд. Начиная со второго ряда количество петель в гребешке увеличивается до 6. Поэтому пропускаем только одну петельку. Следующую петлю вяжем соединительный столбик. Затем 4 столбика без накида. 4 столбика без накида. И в последнюю петельку 1 соединительный столбик. Вяжем третий ряд. 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида. Внизу соединяем в эту же петлю. Вяжем четвертый ряд. 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Вот здесь у нас начинается уже количество петель 6 в каждом гребешке. Вяжем пятый ряд, 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Вяжем шестой ряд, 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида. Последняя петля, соединительный столбик. Теперь перемещаем маркер. В следующую петлю мы будем соединять 2 гребешка. 7 ряд,
1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида. Внизу соединяем в следующую петлю. Восьмой ряд. 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Девятый ряд. 1 соединительный столбик и 5 столбиков без накида. Внизу соединяем в эту же петлю. Десятый ряд. 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Одиннадцатый ряд. 1 соединительный столбик и 5 столбиков без накида. Внизу соединяем в следующую петельку. И вяжем последний 12 ряд. 1 соединительный столбик, 4 столбика без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Итак, мы закончили четвертую часть, связали 6 гребешков, 12 рядов. В каждом ряду по 6 петель. Переставляем маркер на начало новой части и первые прибавки. Далее у нас идет пятая часть. В первом ряду провязываем 1 соединительный столбик и 5 столбиков без накида. Внизу соединяем в следующую петлю. Далее вяжем второй ряд. Здесь количество петель уже увеличиваем до 7. Пропускаем одну петельку. Вяжем соединительный столбик. Затем 5 столбиков без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Вяжем третий ряд. 1 соединительный столбик и 6 столбиков без накида. Внизу соединяем в эту же петлю. Вяжем четвертый ряд. 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Пятый ряд. 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида. Внизу соединяем в следующую петельку. Шестой ряд. 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида и 1 соединительный столбик.
Переставляем маркер. В следующую петлю мы будем соединять 2 гребешка. Вяжем 7 ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида. Внизу соединяем следующую петельку. Восьмой ряд, 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Девятый ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. Десятый ряд, 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Одиннадцатый ряд, 1 соединительный столбик и 6 столбиков без накида. Внизу соединяем следующую петельку. И последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 5 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Итак, закончили пятую часть, связали 6 гребешков, в каждом по 7 петель. Далее вяжем шестую часть. Первая петля, 1 соединительный столбик и 6 столбиков без накида. И внизу соединяем в первую отмеченную петлю. Далее вяжем второй ряд. Здесь мы увеличиваем количество петель до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пропускаем одну петельку, в следующую вяжем соединительный столбик. Затем 6 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Далее вяжем третий ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида. Внизу соединяем в эту же петлю. Вяжем четвертый ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Далее пятый ряд, 1 соединительный столбик и 7 столбиков без накида.
И внизу соединяем в следующую петлю. Вяжем 6 ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. В следующую петлю будем соединять 2 гребешка. Отмечаем петлю маркером. Вяжем 7 ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петельку. Вяжем 8 ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Вяжем 9 ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. Вяжем 10 ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Вяжем 11 ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. И вяжем последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 6 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Закончили шестую часть, связали 6 гребешков. Это 12 рядов по 8 петель в каждом ряду. Переставляем маркер и вяжем седьмую часть. Первый ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида. И соединяем в первую петельку. Во втором ряду увеличиваем количество петель до 9. Одну петельку пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик, затем 7 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Третий ряд, 1 соединительный столбик и 8 столбиков без накида.
Внизу соединяем в эту же петлю. Вяжем 4-й ряд, 1 соединительный столбик, затем 7 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Вяжем 5-й ряд, 1 соединительный столбик и 8 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Вяжем 6-й ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Переставляем маркер, в следующую петлю будем соединять 2 гребешка. Вяжем 7-й ряд, 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Вяжем 8-й ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Девятый ряд, 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. Вяжем 10-й ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Вяжем 11-й ряд, 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида. Внизу соединяем в следующую петлю. И вяжем последний 12-й ряд, 1 соединительный столбик, 7 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Мы закончили, связали 7-ю часть, которая состоит из 9 петель в каждом ряду, 12 рядов, 6 гребешков. Переставляем маркер на следующую часть, 8-я часть, которая состоит из 10 петель. В первом ряду провязываем еще 9 петель, 1 соединительный столбик и 8 столбиков без накида.
Внизу соединяем следующую петлю. Далее, начиная со второго ряда, увеличиваем количество петель до 10. Первую петлю пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик, затем 8 столбиков без накида. И в конце ряда последняя петля соединительный столбик. В третьем ряду вяжем 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. В четвертом ряду вяжем 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. В пятом ряду вяжем 1 соединительный столбик и 9 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Шестой ряд вяжем 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Далее переставляем маркер, в следующую петлю будем соединять 2 гребешка. Седьмой ряд вяжем 1 соединительный столбик и 9 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петельку. В восьмом ряду вяжем 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Вяжем девятый ряд, 1 соединительный столбик и 9 столбиков без накида. И внизу соединяем опять в эту же петлю. Вяжем десятый ряд, 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик.
11 ряд, 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида. Соединяем внизу в следующую петлю. Последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 8 столбиков без накида и 1 соединительный столбик. Мы закончили 8-ю часть, связали 6 гребешков, 12 рядов, по 10 петель в каждом ряду. И теперь мы вяжем последнюю, 9-ю часть. В первом ряду 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петельку. Во втором ряду увеличиваем количество петель до 11. Пропускаем первую петлю, затем соединительный столбик, затем 9 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. В третьем ряду 1 соединительный столбик и 10 столбиков без накида. И внизу соединяем в предыдущую петлю. В четвертом ряду 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. В пятом ряду 1 соединительный столбик, 10 столбиков без накида. И внизу соединяем в следующую петлю. Шестой ряд 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Седьмой ряд 1 соединительный столбик, 10 столбиков без накида.
Давайте перенесем маркер. Это у нас будет место соединения двух гребешков. Вводим крючок в эту петлю. И далее провязываем следующий ряд, 8 ряд. 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Девятый ряд, 1 соединительный столбик и 10 столбиков без накида. И внизу соединяем в эту же петлю. Десятый ряд, 1 соединительный столбик, 9 столбиков без накида. И в конце ряда 1 соединительный столбик. Внизу соединяем в следующую петлю. И последний 12 ряд, 1 соединительный столбик, 10 столбиков без накида и в конце ряда 1 соединительный столбик. Итак, мы закончили последнюю 9 часть, которая состоит из 11 петель, 6 гребешков, 12 рядов. На этом у нас заканчивается основная часть вязания, и дальше мы будем делать обвязку верха. Набираем цепочку 10 воздушных петель. Затем вводим крючок в третью петлю и вяжем соединительный столбик. Провязываем 3 петли, и у нас получается вот такая удобная петелька для корзинки. Далее мы продолжаем обвязку верхом, вводим крючок в те же петли, в которые мы с вами соединяли гребешки. И вот так провязываем соединительными столбиками. Далее по этой части у нас идет 11 петель, вводим крючок за одну полупетельку и продолжаем вязать соединительными столбиками вверх. И далее продолжаем обвязку
Петельки для корзинки тоже вводим крючок только за одну полупетельку и вяжем соединительными столбиками. Теперь опять вводим крючок только за одну полупетельку и вяжем соединительными столбиками еще один ряд по верху корзинки. Итак, мы закончили. Теперь кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петельку. И кончик нити можно спрятать внутри петелек. И вот наша корзинка полностью готова. Еще можно расправить все гребешки, выровнять их вручную. И вот столько пряжи у меня осталось от целого мотка. Давайте измерим корзинку. Вместе с ручкой высота у меня получилась 38 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!